Всем привет! Сегодня хочу вам показать нашу местную реку Китой и то, что расположено на ее берегах. Проеду на машине от устья до истока, вдоль берега, где это возможно, где есть подъезды. Поснимаю и поделюсь с вами этими видами, этими красотами. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Я возвращаюсь домой, к туманам над Ангарой, где встретит в тысячный раз в объятия радостных глаз любимый город Ангарск. Где встретит в тысячный раз в объятия радостных глаз любимый город Ангарск. Ангарск — это небольшой, уютный и красивый сибирский городок в Иркутской области. Расположен он на берегах двух рек Ангары и Китоя. Является третьим по величине городом в области с населением 230 тысяч человек. Площадь Ангарска 300 квадратных километров. Город молодой, и первостроители появились здесь в октябре 1945 года. Днем рождения Ангарска считается 30 мая 1951 года. Еще его называют городом нефтехимиков. Основные отрасли – это химическая, нефтехимическая, электроэнергетика и строительство. От областного центра города Иркутска Ангарск расположен в 35 километрах и в 100 километрах от озера Байкал. Ангарск неоднократно занимал первые места на всероссийских конкурсах. Например, это самый чистый город России, самый благоустроенный город Иркутской области и так далее. Климат резко континентальный, но зимы не слишком холодные. Бывает, кратковременно стоят морозы до 40 градусов, но недолго. Неделю, может быть, две постоят, и то не каждый год. В основном такие морозы бывают в январе. А так зимой обычная температура 20-25 градусов, ниже нуля, естественно. Лето жаркое. Бывает, доходит до 30-35 градусов, но тоже не всегда. В основном 20-25, с ночными перепадами до 15. Первые теплые дни начинаются ближе к концу мая и до начала сентября. Вот такое вот у нас сибирское лето. Устье Китоя находится за Ангарском. Нужно проехать по территории комбината до СНТ «Этилен». Это примерно 5 километров от города. Здесь открываются вот такие замечательные виды. Возле этих гор протекает река Ангара. Ангара – это единственная река, которая вытекает из озера Байкал. Вода из-под крана в городе бежит из Ангары. Она довольно чистая и вполне пригодна для питья или для приготовления еды, например. А вот и река Китой. Китой впадает в Ангару, здесь его устье. Бурятское название Китоя – Кхуттигол, переводится как «холодная река». На тунгусском или тафаларском наречии означает «волчья протока» либо «волчья пасть». Длина Китоя более 300 километров, в него впадает более 2000 рек. Образуется он при слиянии двух рек – Самарта и Улзыта. Берет свое начало в Бурятии, в горах Восточного Саяна. Заканчивается, соответственно, здесь, в Иркутской области. Красотища какая. В этих краях было много исправительно-трудовых лагерей Китой-Лага, особенно вдоль Ангары. Один из первых был создан в июле 1948 года. Некоторые из них существуют до сих пор. Говорят, что лагеря здесь были еще при Сталине. Например, в поселке Китой с 1936 по 1937 год был построен лагерь для заключенных. Документального подтверждения этому не осталось, но местные точно помнят, что он был. Заключенные строили практически все. Первые жилые квартала Ангарска, птицефабрику, комбинат, ТЭЦ и так далее. На стройке было задействовано 1300 вольных рабочих и более 28 тысяч заключенных. За Этиленом есть вот такие озера. По сути, это затопленный карьер.
А вдали по правую сторону виднеются поселки Набережный и Биликтуй соседнего Усольского района. По левую сторону Ангарский район и микрорайон Китой. Между ними через реку стоит железнодорожный мост, соединяя берега Транссибирской магистралью. Строительство этого моста началось еще в 1897 году, а к 1902 году образовалась ЖД-станция Китой. Эта станция позже разрослась до поселка, а в будущем и до города Ангарска. Относиться к Ангарску Китой стал в 1963 году, а микрорайоном города стал лишь только в 2004. Вообще история поселка, конечно, очень длинная, и в один ролик это все не уместить, поэтому расскажу вкратце. В 1919 году партизанским отрядом этот мост был подорван, но позже восстановили его. И теперь здесь, по сути, 3 железнодорожных моста. До Октябрьской революции в Китое было 3 небольших завода по заготовке леса. Заготавливали бревна, дрова, занимались производством шпал. В 1975 году в поселке было создано лесозаготовительное объединение «Китой-лес». В этом же году здесь появился первый 5-этажный панельный дом. А в 1978 в него провели газ. Поселок разрастался, построили больницу, школу, отделение связи, магазины и так далее. Сейчас в Китое 11 панельных домов. И остальное в основном это частный сектор с домами, участками. Некоторые люди живут здесь круглый год, некоторые используют как дачу. В начале 2000-х в Китое началась телефонизация. Раньше телефонная связь здесь была только на предприятиях. Ангарское строительное монтажное управление провело в Китой телефонный кабель. А монтажом кабеля в жилых домах занимался мой отец. Он тогда работал связистом, и помню, на протяжении нескольких месяцев мы с ним ездили в Китой. Я всегда напрашивался с отцом на работу в качестве помощника. Было мне тогда лет 12, и так вот мы вдвоем монтировали этот телефонный кабель, заводили его в панельные дома и монтировали телефонную станцию в местном ДК «Лесник». И как-то в один из дней к нам подошел местный житель, пожилой такой дедушка, поинтересовался, что мы тут делаем, в общем, слово за слово. И потом он стоял и несколько часов рассказывал нам, пока мы делали, про поселок, про то, как жил здесь практически с самого начала. Но, честно говоря, мне это было тогда совсем не интересно. Я его особо и не слушал. Но очень запомнилась его история про пожар. 30 мая 1990 года здесь поднялся сильный ветер. Началась пыльная буря, и все вокруг потемнело, даже солнца не было видно. В тот день и произошел самый крупный пожар за всю историю города. Погибли люди, сгорело 350 домов, а это больше половины поселка. Предприятие «Китой-лес» тоже сгорело. Предположительно, изначально загорелись опилки, которые копились здесь годами от работы предприятия. Тлеющие опилки эти разнесло бурей по поселку, и, скорее всего, так и начался пожар. Бывали здесь и наводнения в 1951-1952 году, в 1964 году. Уровень реки поднимался до 8 метров. Вода затапливала дома по крыше и доходила до железной дороги. Люди пытались спасаться на крышах своих домов, но поток воды был такой силой, что с легкостью смывал эти дома в реку. Некоторые люди тогда погибли. Река сменила свое русло, и часть поселка Китой осталась на острове. Ему дали название «Зеленый». Находится он на противоположном берегу, рядом с поселком Биликтуй, но относится к Ангарскому району. Теперь это микрорайон Зеленый. Проехать туда можно только вброд, через небольшую речку Биликтуйку. Биликтуй – это один из самых старых поселков Усольского района. Основан он в 1720 году. Изначально здесь была почтовая станция. Сегодня здесь продолжает жить кто-то круглый год, кто-то также использует как дачу. Домик возле реки – это, конечно, замечательно, но небезопасно. Тем более Китой река горная и очень непредсказуемая. Например, сейчас октябрь месяц, и Китой можно перейти вброд с легкостью. Но весной или летом уровень воды намного больше. Наводнение может случиться внезапно. Вот пройдет, например,
сильный дождь в горах, за 300 километров отсюда, вода поступит к берегу, и уже домик на берегу иметь расхочется. Это река Картагон. Он впадает в Китой напротив микрорайона Китой. Сказал как-то не очень, но как есть. Далее по берегам расположены дачные садоводства на протяжении нескольких километров. Справа дачи плавно переходят в микрорайон Северный. Это частный сектор. Дома здесь с центральным отоплением и водоснабжением. За Северным начинаются первые квартала Ангарска, автомобильный мост через реку и пойма Китоя. Раньше по Китою сплавляли лес от поселка Раздолье. Это примерно 50 километров от этих мест. Сплавляли до Ангарска и дальше до микрорайона Китой для дальнейшей их сортировки и обработки. Занималось этим предприятие Китой лес. На реке стояли боны, которые сдерживали бревна. И вот так вот выглядят боны в наше время. Вернее, то, что от них осталось. Осталось здесь и много затонувших после сплава бревен. Этот мост называется Старый Китойский. Построен он в 1961 году. До этого времени здесь был деревянный мост. Его снесло водой во время очередного наводнения. Старый Китойский мост строили 7 лет. А пока его строили, жители переплавлялись через Китой на пароме и по понтонной переправе. Пойм Китоя в городе несколько. В этой пойме в районе первого квартала есть небольшой тренировочный полигон для водителей автомобилей. И вот такая специально сделанная трасса для мотокросса. Рядом с полигоном, за этим забором, расположено ангарское казачество. Здесь же есть гриль-беседки с видом на Китой. И чуть дальше в этой пойме, в районе 95-го квартала, находится конно-спортивный клуб «Алюр».
А это набережная в 95-м квартале и микрорайон Кирова. Сейчас здесь стоят панельные дома и коттеджи, но поселок Кирова образовался раньше Ангарска, еще в 1937 году. В поселке жили люди, 160 человек, работали они на радиостанции. Недалеко виднеется 200-метровая радиовышка. Это и есть радиостанция. С 1940 года эта 150-киловаттная длинноволновая станция обеспечивала радиовещание на всю Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край. В 2001 году одна из таких вышек упала по причине износа тросов. Растяжки не выдержали и лопнули, но, к счастью, никто не пострадал. На сохранившейся мачте провели капремонт, и она снова заработала, но уже в качестве радиотелевизионной станции. На этом все. Основную набережную я вам покажу в следующем ролике и продолжим путешествие по реке Китой. А под завершение круговой обзор с этого места. Благодарю за просмотр. Надеюсь, ролик вам понравился. Всем пока.